Всем привет, друзья! Приглашаю на обучение. Очное оно состоится 8 февраля. Вы можете перейти на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой и посмотреть все про это обучение. Там будет несколько методик по телу. Вы можете научиться основам антицеллюлитного массажа, основам лимфодренажного массажа кривольского, который я делаю палками. Ну и сейчас я сделаю массаж, как всегда. Вот такое масло кокосовое у меня сегодня оно застыло в банке, но оно очень хорошо питает кожу. И вот я немного буду его растапливать уже в руках. Сегодня покажу элементы некоторые из обучения. Важным моментом в обучении я считаю не сами движения, а именно как они выполняются, не что за движение вы делаете, а как вы это делаете. Прежде всего, мастеру должно быть удобно. И даже на такой низкой кушетке, как эта, может быть достаточно комфортно, если правильно использовать возможности своего тела и в нужном положении держать спину, коленные суставы. Качественный массаж случается только тогда, когда мастеру максимально удобно выполнять движения. Поэтому я делаю большой акцент на эргономике, на положении тела, на ощущении собственного тела в процедуре массажа. Ну, движение это уже 30% от всего обучения. Несложно запомнить, что зачем идет. Сложнее, конечно, обращать внимание и быть в контакте с собственным телом, чтобы ему не навредить, чтобы потом не болели суставы, не болела спина. Такое разогревающее движение, больше из методики спортивного или антицеллюлитного массажа. Еще одним важным моментом массажа является то, что мастер не должен уставать и выполнять движение через силу, через невыносимость. Поэтому здесь тоже нужно контролировать нагрузку и при ощущении усталости менять движения, не меняя их эффективность. Вот видите, как уже покраснение появляется. Это значит то, что кровообращение в этой зоне усиливается. Достаточно легкие движения, такие поверхностные. И они не болезненные. Но эти движения могут болезненными быть, если вы сделали вчера или позавчера такой сильный, достаточно антицеллюлитный массаж. И тогда даже легкие движения могут быть болезненными. Мы всегда ориентируемся на ощущения клиента и делаем движения более слабыми. Также такие движения могут быть чувствительными после тренировки, когда мышцы болят и даже больно прикасаться к телу.
И тоже в этом случае слушаем клиента. Не больно, Катя? Нет. Не должно быть, да, потому что я достаточно так делаю поверхностно, как я уже сказала. Силу чувствую. Да? Силу чувствую. Приятно. Тоже в методиках антицеллюлитного массажа можно начать сначала работать с мышцами, делать более такой глубокий захват. Разогреть хорошо зону. И потом только приступать к работе с подкожно-жировой клетчаткой, потому что это более чувствительная такая зона. Работа с подкожно-жировой, то есть валик именно делаем из подкожно-жировой, тогда это более чувствительный, он такой менее объемный, более такой маленький, грубо говоря. И чередуем с работой с мышцами. Также вот мы разогрели вторую, да, зону, заднюю часть бедра, и уже можем делать движения более глубокими. Почему я перехожу от зоны к зоне? Так более комфортно клиенту. Мы даем зоне отдохнуть и делаем уже более глубокие движения, берем большее количество масла, и это позволяет работать более глубоко. И ощущение болезненности тоже может быть более ярким. Ты так, Кать, больше чувствуешь, сильнее? Да. Вот в этой зоне мы работаем менее сильно, не нужно так сильно надавливать, потому что она более чувствительная, боковая поверхность бедра. И только вот из этой зоны уже работаем более активно, сильно. Можно работать очень медленно, с большим количеством масла, и это будет более чувствительно, нежели если мы будем работать быстро и более поверхностно. Такая глубокая проработка костяшками. Друзья, жду всех на обучение. Перед очным обучением обязательно нужно пройти онлайн-обучение. Это все входит в общий урок. Оставляйте свои заявки на сайте. Я с вами свяжусь. Всем пока!